Приветствую, друзья! С вами YouTube канал Волочете. Чтобы мотор работал ровно и без сюрпризов, важно вовремя замечать некоторые признаки, которые могут подсказать, что с датчиком температуры охлаждающей жидкости что-то не так. Если этот датчик выходит из строя, двигатель сразу даст об этом знать. В этом видео я расскажу вам, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить проблему. Если коротко, то датчик температуры охлаждающей жидкости – это обычный терморезистор. Он меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, а блок управления двигателем уже на основе этих данных изменяет работу системы управления двигателем. И вот если датчик начинает работать неправильно, то проблемы с двигателем не заставят себя ждать. Давайте разберем самые частые признаки неисправности именно датчика температуры охлаждающей жидкости. Первое. Двигатель очень тяжело запускается, иногда может не запуститься и вовсе. Второе. Падают обороты или даже глохнет двигатель на холостом ходу. Третье. Двигатель греется слишком долго. Четвертое. Довольно значительно увеличился расход топлива. Пятое. Из выхлопной трубы идет темный дым. Шестое. Двигатель работает нестабильно. Фу, друзья, давайте остановимся. Я больше не могу вам рассказывать эту ерунду, которую вам и так несут из каждого второго видео на YouTube. Неужели вы и вправду все это послушаете и пойдете производить замену датчика температуры охлаждающей жидкости? Тем более на некоторых автомобилях, чтобы добраться до этого датчика, необходимо разобрать пол мотора. Или кто-то серьезно на самом деле считает, что все эти симптомы могут быть лишь по вине датчика температуры охлаждающей жидкости, что абсолютно совершенно не соответствует действительности. Данные симптомы могут быть практически от любого датчика в системе управления двигателем, а в некоторых случаях даже не из-за датчика, а из-за катализатора, адсорбера, либо других систем, у которых нету даже никаких датчиков. Поэтому, друзья, как всегда во всех своих видео я не устаю повторять, что по симптомам невозможно точно определить, что конкретно с вашим автомобилем. Вы потратите больше времени на изучение информации, на замену исправных датчиков, исправных деталей, и с очень большой долей вероятности проблему вы не решите. Поэтому всегда нужна грамотная компьютерная диагностика. Ну а чтобы название видео соответствовало действительности, я вам все-таки покажу, при каком симптоме все-таки необходимо производить замену датчика температуры охлаждающей жидкости. Подключите к своему автомобилю самый дешевый сканер, самый дешевый адаптер, пусть даже это будет ELM327, и просто посмотрите на показатели датчика температуры охлаждающей жидкости. Перед запуском остывшего двигателя они должны быть практически одинаковыми с датчиком температуры воздуха. Как в этом случае, у нас одинаковая температура у датчика температуры охлаждающей жидкости и у датчика температуры воздуха на впуске. Может быть небольшая разница, это я рассказывал в своих прошлых видео, это зависит от места хранения автомобиля и как быстро изменяется погода в вашем регионе. Но они должны быть плюс-минус одинаковыми. И второе, самое главное правило, показатели датчика температуры охлаждающей жидкости должны изменяться строго в один шаг. То есть после запуска двигателя температура охлаждающей жидкости должна повышаться с шагом строго в 1 градус. Большие значения недопустимы. То есть если у вас сейчас минус 2 градуса, то у вас не должно сейчас сразу стать 0 градусов, либо плюс 2 градуса. У вас должно ступенчато быть минус 1, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Смотрим. Строго в 1 шаг. Температура поднимается строго в 1 шаг. И вот здесь мы видим проблему. Температура у нас поднималась как положено, но в один из моментов температура у нас начала изменяться в хаотичном порядке. И шаг изменения температуры составляет больше 1 градуса. Как видим, у нас 44 градуса и сразу же 48 градусов. Либо 56 и сразу же 51. То есть в данном случае уже необходима проверка проводки датчика, либо замена самого датчика. Причем, если вы обратите внимание, то данная неисправность практически никак не сказывается на работе двигателя. Это, конечно, видно по стрелке на приборной панели, и то не на всех автомобилях, потому что на большинстве автомобилей индикатор указателя температуры охлаждающей жидкости имеет инертный характер. То есть его значения не изменяются резко с показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости. То есть вы данную проблему даже не сможете заметить на приборной панели. И здесь нет абсолютно никаких симптомов, о которых я рассказывал выше. Но проблемы с датчиком все же есть. Поэтому никакие симптомы вам точно не укажут на неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Только компьютерная диагностика ответит на этот вопрос. Сейчас покажу, как должен работать исправный датчик. Вот на этом автомобиле проблем с датчиком температуры охлаждающей жидкости нет. Смотрим температуру, минус 2 градуса, температура воздуха 0 градусов, то есть все в допуске.
Здесь мы запускаем двигатель. И температура постепенно повышается. Вот здесь мы дошли до начала открытия термостата, температура 84 градуса, открывается термостат и температура также плавно у нас снижается с шагом в 1 градус. Вот это нормальная работа датчика температуры охлаждающей жидкости. Но если мы посмотрим на работу двигателя, то мы можем увидеть, какие у него нестабильные обороты. То есть здесь явные проблемы в работе двигателя, но датчик температуры охлаждающей жидкости не имеет к этому никакого отношения.